Всем привет! Сегодня я расскажу про Республику Сербию, государство в Юго-Восточной Европе, не имеющее выхода к морю. 80% территории Сербии находится на Балканском полуострове, 20% занимает панонская низменность. 2/3 территории страны занимают горы. В ее западной части расположены средневысотные складчатые хребты в восточной части Динарского Нагорья. Высшая точка Сербии – гора Джеравица, 2656 метров, в горном массиве Проклетие. 31 горная вершина страны имеет высоту более 2000 метров над уровнем моря. Сербия обладает значительными запасами полезных ископаемых, среди них выделяются медь, свинец, цинк, золото, серебро. Более 60% территории Сербии занимают пашни. Реки относятся к бассейнам трех морей – Черного, Адриатического и Эгейского. Большая часть Сербии относится к бассейну, впадающим в Черное море реки Дунай, протяженность которой составляет 588 километров. На равнине Дунай имеет русло шириной от 300 до 1200 метров, глубиной от 2 до 19 и спокойное течение. Помимо Дуная судоходными реками являются Сава 206 км в длину, Тиса 168 и Бегей 75. В Сербии построен ряд искусственных каналов, которые используются для защиты от наводнений. Водоемы естественного происхождения немногочисленны и невелики по размерам, всего их около 5 десятков. Крупнейшая Палецкая имеет площадь менее 6 квадратных километров. В то же время Джердапское водохранилище, образованное в 1972 году на реке Дунай с границы Румынии, занимает площадь 253 квадратных километра, из которых на сербскую территорию приходится 163. Самый большой остров Сербии находится на Дунае, близко Сталаца. В Сербии есть также и водопады. Самым крупным является Еловарник, его высота около 71 метр. Он находится в национальном парке Копаоник. Сербия находится на Балканском полуострове, окруженном теплыми морями – Адриатическим, Эгейским и Черным. В стране преобладает континентальный климат, на севере с жарким летом, средняя температура июля 23-25 градусов, максимальная до 50 и затяжной холодной зимой, средняя температура января около нуля и минимальная до минус 25. Умеренно континентальный на юге и горный климат в горах. Зимы в Сербии короткие, холодные и снежные, лето теплое. Самый холодный месяц январь, наиболее теплый июль. Дожди чаще всего выпадают в июне и мае. Из национальных парков особенно примечательны Крушка-гора, расположенный неподалеку от города Нови Сад. Высочайшие вершины – Црвени-чот 538 метров, Орловац 512 метров. На склонах и нижней части хребта расположены пастбища, плодородные земли, виноградники, фруктовые сады. На высоте более 300 метров над уровнем моря расположены густые лиственные леса. Джердау – национальный парк в восточной части Сербии на границе с Румынией. Главный природный феномен этой территории – грандиозное Джердапское ущелье, через которое протекает река Дунай. Самые древние из ныне присутствующих обитателей области – Железных ворот, полукочевые скотоводческие племена романоязычных валахов. На северном берегу их потомками являются современные румыны, на южном ныне проживают как сербы, так и сербские влахи. Копаоник – национальный парк, расположен на крупном горном массиве Копаоник, наивысшей точкой которой является гора Панчичев-Врх 217 метров. Национальный парк Тара находится в западной части государства. Из-за известняка такие реки, как Белый Рзвав, Рача, Дервента образовали глубокие ущелья и каньоны. Кроме того, встречаются провалы, пещеры, бухты. Таким образом были созданы условия, в которых по сей день сохраняется богатая флора и фауна. Неоднородность рельефа, разнообразие геологических субстратов, влажный климат и теплая известняковая среда обитания привели к созданию разнообразия лесных экосистем со сложной структурой и большим количеством реликтовых и эндемичных видов. Наиболее интересный представитель эндемиков национального парка Тара – сербская ель. Есть также пихта белая, осина, береза бородавчатая, бук лесной и некоторые другие деревья. В парке зарегистрировано 53 вида млекопитающих, 153 вида птиц. Под особой защитой находятся медведь, серна, европейская косуля. На территории парка Шар-Планина находится несколько заповедников с многочисленными ледниковыми озерами, различными формами ледникового рельефа. Горный хребет Шар-Планина – настоящий музей ледникового рельефа под открытым небом. Дополню несколькими интересными фактами. У Сербии сразу два флага – с гербом и без. Простой триколор считается народным, а с гербом в виде двуглавого орла – официальным. Кстати, флаг Сербии такой же, как российский, только перевернутый. В Сербии крайне распространен кофе, а вот чай не слишком популярен, к нему относятся скорее как к лекарству. Нецензурная лексика тут употребляется часто и повсюду, независимо от возраста. В стране выращивается около трети всей малины в мире. Считается, что почти везде воду можно пить прямо из-под крана, без вреда для здоровья. Большинство сербов очень любят спорт.
На рынках и в магазинах очень любят все упаковывать от пучка зелени до банки консерв в отдельной коробочке. Также в магазинах при недостаче нескольких динар вам вполне могут их простить со словами «потом занесешь». Сербы очень консервативны в плане еды, поэтому заведения с другой едой здесь долго не живут. Летом в стране в принципе можно питаться подножным кормом. В изобилии и в широком доступе растут фруктовые деревья, орехи, ягодные кустарники, чем малоимущие пользуются. Возможно, кто не знал, фраза из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» «лепота» означает по-сербски «красота». Для приезда в Сербию россиянам нужен только загранпаспорт. На этом я, пожалуй, закончу данную часть. Увидимся в следующей. В ней речь пойдет о достопримечательностях, флоре и фауне Сербии. Всем спасибо за просмотр.